Привет, друзья! Российские механики провели осмотр самодельной украинской БМПТ «Азовец». Это аналог российской БМПТ «Терминатор». БМПТ «Азовец» разработан в 2015 году на основе бульдозера, который ранее изготовили из демилитаризованного танка Т-64. На БМПТ планировали установить два боевых модуля с 23-мм спаренными пушками ГШ-23 или 30-мм пушками ГШ-30. Также в планах разработчиков была установка ПТРК и двух 7,62 мм пулеметов. Проект создания БМПТ «Азовец» был закрыт из-за финансовых скандалов, а саму боевую машину закопали. Стоимость производства БМПТ «Азовец» составила $5 миллионов. Перед нами образец украинского танкостроения, скажем так, украинских кулибинов, которые соорудили данную машину под названием БМПТ «Азовец». Вот, что она из себя представляет? Данный образец был сконструирован на базе танка Т-64 с демонтированной башней. Установлена динамическая защита класса нож, которая насчитывает в себе порядка 500 элементов. Так оно сделано на базе танка, и при этом она очень тяжелая, двигатель не очень мощный, то есть она техническому заданию своему не соответствует. Она была создана пока в единственном экземпляре, до заводских испытаний не дошла, потому что огромное количество денег потрачено на нее, и уже когда она пришла в какой-то более-менее вид, в один экземпляр, уже ее создатчики, разработчики поняли, что она в серию не пойдет. И так получилось, что отдали указание концы в воду, ее закопали. Мы не видим здесь ни одного прибора наблюдения, да, стандартного, то есть таких как триплексы. Вместо триплекса вот здесь вот установлено чудо инженерной мысли. Это камеры от обычного домофона. Вот можем наблюдать во фронтальной части, их должно было быть 3, да, но сохранилось 2. А вот раз, 2 и 3. То есть, ну, данные камеры по своим характеристикам мы можем предположить, да, то есть, ну, как каждый хоть раз в жизни смотрел через монитор, да, камеру от домофона, кто же там пришел. То есть, ну, в реалиях современного боя можем предполагать, какой был обзор у экипажа. Башни предполагались установки на них ГШ-23, да, стандартного пулемета ПКТ, а также предполагалась установка на них установок типа Стугна или Корсар, то есть противотанковые ракеты. Итог успешности под высоким сомнением я бы назвал этот проект полным провалом. Почему? Потому что, ну, деньги выкинуты впустую, как мы видим, выживаемость экипажа под высоким сомнением. Область применения данной машины тоже оставляет желать лучшего в реалиях современного боя, но она попросту никуда не доедет. Ну, может быть, задумывался, как и проект, это действительно неплохой, но получилось так, что это действительно основное, что мы видим на лицо, это растрата государственного бюджета. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.